Сегодня хочу с вами поделиться рецептом приготовления торта Наполеон. Торт Наполеон пекут в каждой семье. И в моей семье это один из любимых рецептов. Ни один Новый год не обходится без его приготовления. Несмотря на то, что не очень так его быстро готовить, но это очень увлекательный такой процесс и интересный. Поэтому начинаем готовить. Начнем с приготовления теста. Для теста нам понадобится 270 грамм масла сливочного, 2 яйца, 200 грамм сметаны, сметана любой жирности, 450 грамм муки, ну и терка для того, чтобы нам натереть наше масло. Масло должно быть очень замороженное с холодильника, чтобы оно у нас вот такое прям сильно замороженное было. Высыпаем 450 грамм муки, всю нашу муку. И сюда же мы натираем на терке замороженное сливочное масло. Вот так можно ее в муку окунать, натирать. Только все это надо делать быстро, чтобы масло наше не успевало растаивать. Вот мы на терке натерли все масло, а теперь мы вот его вот так вот все с мукой перемешаем, чтобы оно у нас вот так вот все в мелкую такую крошку превратилось. Перемешаем все с мукой. Можно это делать в большой миске, можно это делать в кастрюле. Сегодня я решила сделать это все на доске. Смотрите, как удобнее. Так, теперь мы берем 2 яйца. Яйцо желательно, чтобы оно было комнатной температуры. Так, нашу сметану. Сметаны нам понадобится 200 грамм. У меня сегодня 15% сметана, можно пожирнее сметану. Щепотку соли, где-то можно даже пол чайной ложечки. Это мы все перемешиваем. Взбивать это не надо, просто перемешиваем. Сметана, 2 яичка, пол чайной ложки соли. Масло, которое мы перетерли с мукой, будем сюда добавлять. И вот. Тесто должно быть у нас Наполеон, оно всегда должно быть такое очень густое получиться, потому что из него мы будем формировать очень, довольно приличное количество коржей. Когда лопаткой оно уже будет тяжело крутить, его вот так вот мешать, можно уже будет его замешивать руками. Все наше количество муки мы добавили. Так. И постараемся, чтобы у нас такая была однородная масса. Очень крутое тесто Наполеон. Еще раз вот повторяюсь даже, что оно должно быть таким очень крутым. Вот. А теперь можно его домешать руками. Так, и вот оставшуюся, вот то, что у нас теперь вся наша мука сюда добавилась. И мы вот так вот вымесим сюда тесто руками. Вот. Тесто пристает к рукам, и мы добавим сюда еще маленечко муки. Сильно его так перетирать не надо. Вот такими движениями вот ее, чтобы она однородная, у нас такая густое тесто получилось. Так, а теперь мы его накроем пленочкой
Вот, и убираем в холодильник на полчасика. Пока наше тесто будет в холодильнике находиться, мы займемся приготовлением заварного крема. Заварного крема мне нравится, когда его именно в торте Наполеон очень много, чтобы он был такой очень, очень такой влажный. Если вам нравится более такой, классический вариант, можно в 2 раза меньше взять ингредиентов для заварного крема. Он тоже получится очень вкусным. Итак, для заварного крема нам понадобится 4 желтка, ванилин, кукурузный крахмал, мука, 200 грамм сахарного песка. Я взяла для приготовления крема сегодня 800 миллилитров молока. Молоко я сейчас нагрела до очень горячего состояния. И будем это молоко добавлять в кастрюлю. Так. Итак, наши желточки добавим. Ванилин. 36 грамм кукурузного крахмала. 36 грамм муки, 200 грамм сахарного песка. Мы это все перемешиваем. И добавляем, как я сказала, горячего молока. Молоко должно быть горячее. Вот маленечко налили, добавили и вот перемешиваем. Так, добавляем и оставшееся все молоко наше. Оно у нас горячее. Так, вот так маленечко перемешали. И ставим на огонь, будем его варить. Варить будем минутки 2 после закипания. Наш крем доведем до кипения. Отходить нельзя никуда. Надо обязательно постоянно это все мешать. Весь крем мешается, чтобы он у нас не пригорел. Ни в коем случае. Кастрюлю лучше использовать с толстым дном, чтобы тоже у нас крем не подгорел. Так как молоко горячее, оно у нас очень быстро дойдет до кипения. После кипения у нас оно поварится 1-2 минуточки до густоты. Как вот только начнут пузырики такие, со дна плюхаться, будем считать, что наш крем готов. Заварной крем, он такой довольно-таки легкий крем по сравнению с масляным кремом. Мне всегда он нравится. В пирожных, в тортах. Вот он уже начинает у нас закипать. Перемешиваем постоянно его. Мешать не ленимся. Мешаем. Вот он уже такой вот прям как кисель становится. Такой густой. Вот. Ну и сейчас как плюхнется у нас маленько, так побольше плюхов. И все, у нас крем наш готов. Ну все, выключаем. Крем у нас такой получился, такой эластичный, блестящий, красивый, густой. И теперь наш заварной крем мы накроем пленочкой, чтобы он у нас, корочка сверху не образовалась на нем, пока он остывает. Остывать будет при комнатной температуре. Можно его на балкон поставить, если это холодное время года. Можно в комнате. Пока будем выпекать коржи, как раз наш крем охладится. Так, пленкой в данном случае мы ее до соприкосновения крема. Нам не надо его укрывать сверху кастрюльки. Мы его вот так вот накроем поверхность ей. Вот так. И будет у нас остывать. Наше тесто охладилось. Мы его достали с холодильника. И теперь мы на посыпанный стол мукой мы переложим наше тесто. Вот, оно еще такое стало, более однородное, плотное такое. Много муки нам не надо, только для того, чтобы нам его разделить на части. Вот, в виде такой вот колбаски мы его сделаем. Нам сейчас надо его разделить на 12 равных частей, на 12 равных маленьких таких лепешечек.
И теперь мы будем брать по одному нашему комочку и раскатывать очень тонкое такой коржик. Чего? Я собираю, чтобы это все, пока я раскатываю один корж, это находилось у меня в холодильнике. Вот. То есть я вот сейчас могу это все опять в холод убрать и раскатывать один коржик. Вот тесто будем вот так раскатывать и присыпать муку, чтобы она у нас не прилипла, чтобы наше тесто не прилипло к поверхности или стола, или вот на чем раскатываете. И довольно-таки вот прям с серединки начинаем, раскатываем наш коржик. В Наполеоне коржи должны быть тонкие. Если где-то оно даже у нас оборвется, вот это вот очень тоненькое, ничего тоже страшного. Там в торте это будет незаметно. Наша задача сделать просто, чтобы это был очень тонкий корж. Так, ну вот. А теперь мы придадим форму круга будущего нашего. Для этого я использую форму. Форма обыкновенная. Я пеку в ней тоже торты разные. И вот она мне пригодится для того, чтобы сформировать такой вот сразу коржик. У меня такое красивое сразу колечко получилось. И теперь я его буду брать, накатывать на скалочку и переносить на противень. Аккуратненько вот так вот. И переносим на наш противень. Сюда же мы отправляем наши обрезочки. И теперь вилочкой мы наколем вот такие дырочки. Это для того, чтобы у нас очень сильно, если тесто будет у нас пузыриться, у нас оно было такое, не сильные такие большие пузыри. Вот. И выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. Пока печется один корж, мы займемся приготовлением следующего коржа. Мы точно так же начнем его тонко-тонко раскатывать от середины к краям. Вот такой румяный. Сразу в духовку отправляем следующий, который мы раскатали коржик. Этот коржик мы снимаем, и уже можно начинать уже раскатывать следующий. Поэтому это очень недолго, все быстро. Приготовили мы все наши коржи. У нас получилось вот такое количество коржей. 12 штук. Вот, их очень много. И теперь нам осталось только, вот еще, да, у нас еще приготовились вместе с коржами вот эти обрезки. Вот они такие румяные все. Это мы будем украшать торт. И вот наш крем. Вот он такой вот густой у нас, плотный, блестящий, красивый. И теперь мы будем каждый наш корж, вот он у нас такими дырочками получился, если видно. Видно? Вот такими дырочками, вот, и по такими пузыриками воздуха. Вообще здорово. И каждый наш коржик мы будем смазывать кремом. Крема у нас сделано у меня в 2 раза больше, чем по рецепту. Поэтому у нас крем не будем жалеть. И будем намазывать крема сколько мы, сколько захотим. Так.
крем для торта Наполеон я использую только заварной. Есть рецепты, смотрела, что для торта Наполеон используют еще со сгущенки сливочного масла. Есть рецепты, которые мешают эти два крема, заварной и сгущенку со сливочным маслом. Ну вот для меня кажется, что вот это самый такой идеальный вариант, когда у нас только заварной крем. Он не будет таким жирным, и когда он остынет в холодильнике, не появится вкус масла, даже если оно очень хорошее. И вот таким образом каждый слой наш будем промазывать кремом. Торт промазали кремом, промазали его полностью, каждый слой, и с боков, также верх торта. Вот он у нас такой промазанный получился, уже красивый. А украсим мы его вот этими вот остатками от коржей, крошками. Для этого можно, здесь два способа есть. Можно это все блендером перемолоть. Это будет мелкая такая крошка. Но мне нравится, когда вот оно и мелкие, и крупные, такие разных размеров. Поэтому я всегда их вот так вот делаю. Мне прям это даже нравится. Вот так вот, когда ее мешаешь. Она такая всяких размеров будет. И такая конкретно для Наполеона. Вот она легко вот так вот, смотрите, вот такая вот. Легко она превратилась вот в такую крошку. И теперь нам осталось этой крошкой обсыпать бока и верх нашего торта. Вот так, с каждой стороны, по кругу. Сначала бока мы обсыпем. Вот. Удобнее, конечно, это делать, когда такой крутящийся, сейчас такие есть подставочки крутящиеся, тогда будет еще удобнее. Но вот у меня еще ее пока нету, поэтому приходится вот так вот самой поворачиваться. Чем больше, конечно, толще слой крема, тем вот эта крошка хорошо держится. Вот на наше количество заварного крема это достаточно. Торт Наполеон. Ну вот мне нравится, когда он кроме крошек ничем больше не украшен. Я пробовала его украшать и шоколадом, и даже раз клубнику украшала, но все равно он такой классический вариант, когда вот он украшен только одной крошкой. Вот такой красивый. Его нужно поставить в холодильник или на холодное место, куда-нибудь в холодное место, чтобы он у нас как следует пропитался. Лучше всего, чтобы это была ночь. Вообще считается, что чем дольше стоит Наполеон, тем он вкуснее. Поэтому готовьте с удовольствием, готовьте с любовью.